Друзья, если у вас нет возможности читать новеллу о Генри «Последний лист», смотрите это видео. Это история о самопожертвовании ради другого человека. Написал новеллу о Генри в 1907 году. События происходят в Нью-Йорке в тот же период. Итак, в одном из дешевых кварталов две девушки-художницы снимали студию. Они жили наверху трехэтажного кирпичного дома. Девчонок звали Сью и Джонси. Дело было в ноябре. По городу вовсю гуляла пневмония, и одна из девчонок, Джонси, стала ее жертвой. Она неподвижно лежала на кровати и ждала своей смерти. Она тупо смотрела в окно на глухую стену соседнего кирпичного дома. Однажды доктор сказал Сью, что у Джонси один шанс из 10, чтобы остаться в живых. И то, если она сама захочет бороться за жизнь. А она, видимо, уже смирилась. Сью подошла к подруге. Глядя на стену из окна, Джонси что-то считала в обратном порядке. «Что ты считаешь?» – спросила Сью. «Листья плюща на стене дома. Их с каждым днем становится все меньше. 3 дня назад их было около 100, а сейчас всего 6. О, уже 5. «Когда упадет последний лист, я умру», – ответила Джонси. Сью попросила Джонси поспать, а сама спустилась на первый этаж к старику-художнику Берману. Берман был самым обычным неудачником. Его работы не покупали. Он как мог подрабатывал, чтобы себя прокормить. Все твердил, что скоро напишет свой шедевр. Много бухал. Сью зашла к нему, чтобы попросить его попозировать для ее картины. Она рассказала о мыслях Джонси насчет последнего листа плюща. «Боже, какой бред!» – сказал он. «Не хочу сегодня для вас позировать. Давайте другим разом». Сью расстроилась. «Ладно, идемте к вам», – сказал старик. Они поднялись. Джонси спала. Взглянули через окно на стену и увидели, что дело плохо. На улице шел дождь со снегом, было очень холодно. Утром проснулась Джонси и сразу посмотрела в окно. После вчерашней погоды на кирпичной стене виднелся один лист плюща. Он храбро держался на ветке. «Ну ничего», — сказала Джонси, — «к следующему утру тебя точно не будет, и тогда я умру». Но и на следующее утро лист плюща держался. Тогда Джонси поняла, что если лист плюща так держится за свою жизнь, то и она должна бороться. Когда пришел доктор, то сказал, что шансы на выздоровление Джонси 50/50. А вот у вашего соседа снизу шансов вообще нет. У него тоже воспаление легких. Он старик, потому у него надежды нет. На следующий день доктор осмотрел Джонси и сказал, что она вне опасности. А вечером Сью рассказала подруге, что старик Берман умер. 2 дня назад его нашли в комнате промокшим насквозь и очень холодным. Посмотри в окно, дорогая. Тебя разве не удивило, что последний лист плюща не дрожит на ветру? Берман нарисовал этот лист. Он все-таки смог написать свой шедевр. Вот такая история, друзья.